Всем привет, друзья! Сегодня буду делать украшения вот из таких бусин. Это стеклянные бусины. Вот такие плоские, красивые, с эффектом трескания. Я их уже показывала в распаковочке. И жемчуг у меня вот такой и жемчуг есть. Интересный, как половинка бусинки. Я их уже сняла с ниточки. Так как это заказ, девушка попросила сделать с жемчугом украшения, и она захотела именно с розовым цветом и подобрала эти бусины. Нежные, говорит, хочу нежное украшение, чтобы получилось. Ну и нарядное, конечно, она хочет. Ну и это украшение я хочу сделать, конечно, с серебром. Она сказала, никакого золота не хочу, только с серебром. Я нашла вот такие у себя коннекторы, вот такие дуги. Как я понимаю, что они для браслетов. Я их выписывала с сайта AliExpress. Было когда-то время, одну выписывала раньше и вторую попозже. И у меня с одной был браслет, я его разобрала. Я его давным-давно делала, ну и так и лежал. Конечно, его носила несколько раз, и в хорошем состоянии осталась эта деталька, она новая почти, нигде не стерлась. И ей понравились эти детальки. Одну я хочу пустить на колье, а из второй я сделаю браслетик. Только жемчужинки у меня будут уже другие. И заказчица захотела на резиночке браслетик. Это не хочу на замочке закрывать. Браслетик я сделаю на резинке, и эта деталь будет посередине. Но это потом. Ну и колье, как мы подумали, двухрядное получится. Эта деталь будет как кулон, наверное, больше действовать, я так думаю, как кулончик. Впереди украшение такое. И мы решили делать на тросике. Ну, хозяин-барин, тут уже все только для заказчиков. Буду я делать на тросике ювелирном. И насколько хватит бусин. Я думаю, сантиметров 45, наверное, примерно получится. Ну и начнем делать. И я буду вам показывать, как я хочу применить эту детальку. Здесь отверстий много. Видите, да? И я хочу в это отверстие вот провести тросик. Это будет, например, вот так выглядеть. И второй тросик также проводим в отверстие. Здесь их много, можно в любое провести. Но я думаю, чтобы украшение, чтобы она не переворачивалась, эта деталь, может быть, даже верхнюю детальку я вот так вот сделаю, повыше, да? Проведу тросик в самые верхние отверстия, вот так вот. А нижнюю чуть-чуть повыше. Вот видите, тут много-много отверстий. Вот так, только это вот так будет. Это нижний ряд, это верхний. Сейчас я поделю бусинки. Так как будет два ряда, мне надо уложиться. Будет впереди у меня жемчуг и плавно переходить в эти бусинки. Сейчас я это поделю пополам и покажу. Вот так получается у меня. Теперь я буду нанизывать бусины. Ну и как подойду к розовым, я покажу. Вот я набрала уже. И решила здесь проставить вот такими гематитовыми бусинами под серебро.
Вот такие. Не помню сколько. 3 миллиметра, по-моему. Ну, размеры будут. И вот так получается красиво, интересно. Здесь можно, конечно, выложить форму какую-то. Здесь можно натянуть, здесь меньше. И можно 2 натянуть. Получается. И вот так можно. Можно и вот так сделать. Но это когда уже на шею померить, примерку делать. И тогда можно уже посмотреть. Конечно, я думаю, лучше так сделать. Будет красивее. И хочу теперь, чтобы как-то вытянуть колье, подлиннее сделать, потому что не так уж много бусин в 2 ряда. Я думаю поставить вот такие вот между ними розовыми бусинками. 2 миллиметра, по-моему, бусинки такие красивые белые с эффектом АБ. Они переливаются, они маленькие. И я думаю, если их поставить, попробовать, посмотрим, что это получится. Масенькие, примасенькие. Конечно, это все такое бледненькое получается. Бледно-розовый цвет. Ну, наверное, я так и буду делать дальше. Так как заказчица моя знакомая, она мне доверилась полностью. Говорит, что ты сделаешь красиво. Потому что, говорит, мне твои украшения все нравятся. Ну и вот теперь я нанизаю бусинки до конца и покажу уже вам. Вот как у меня получилось. Все бусины розовые ушли. И примерно получилось внешний ряд 45 сантиметров вышло. Я закрыла одну сторону. И сейчас закроем вторую вместе с вами. Покажу, как я закрывала. Я натянула все бусины обязательно. Подтягиваем. Я одеваю бусинку. Вот такие бусинки я уже показывала в распаковке. Это розовое покрытие. 2 миллиметра бусинка. И одеваю вот такую кримпу уже с шариком. Зажимную. И теперь одеваю протектор. Одеваем протектор и прохожу опять вот в эту кримпу. Очень удобные такие кримпы ставить. Не нужны другие кримпы, не нужны обжимные бусины. Так вот, наверное, выйду отсюда с этой бусиной. Теперь надо это подтянуть все. И подтягиваю хорошо. Так, я беру шило всегда, держу здесь в протекторе и подтягиваю. Сильно не хочу затянуть, чтобы здесь не было никаких просветов, не было видно тросика.
И он, видите, мягко-мягко укладывается полукругом. Вот примерно вот так. Вот, видно вам, да? И теперь немножко я зажму протектор. И теперь мне надо вот этот штыречек хорошо, только такими плоскогубцами, у которых резьба есть, ими удобно зажимать. Берем вот так вот, чтобы ровно выглядело это все. И сдавливаем. Насколько есть силы, посильнее. Все. А кончик тросика я обрезаю под самый-самый край. Все. Вот видите, и не видно ничего. Здесь я проставила бусинки 2 миллиметра. Сейчас я закрою второй край. Так, с этой стороны я буду ставить карабинчик. Я беру вот такое колечко разъемное. Я беру такие кольца вот с такой цепочки. Очень удобные кольца и прочные. Одела. Карабинчик вот такой у меня красивый. Здесь есть колечко. Я одеваю в колечко. Оно не разъемное, это кольцо. И закрываю колечко. Оно очень плотное. Очень тяжело его закрывать. И вот так получается. Очень хорошо эти бусины ложатся друг между другом, когда полукругом получается. Здесь тоже колечко есть, но я думаю, оно мне не понадобится, оно очень маленькое. Здесь я возьму такое же кольцо и одену такое же кольцо, наверное. Так, и здесь я уже подготовила. У меня цепочка, которую я тоже разбираю на удлиняющей цепочке. Звенья здесь удобные. Одна бусина у меня оставалась, я ее вот так посадила на пин. И я думаю, сейчас я ее поставлю вот сюда, как удлиняющую. Ну, вдруг захочет клиент удлинить колье. И замочек весь в стразиках, как и украшает передняя часть. Вот можно одеть и так, и выше, и ниже. Ну вот, украшение готово. Вот такая красота у меня получилась. Еще сделала я браслетик. Я поставила на резинку, прозрачная резинка. Узелок спрятала вот сюда внутри, под дугу. И такой комплект нарядный, нежный. Можно одевать и также и летом под сарафан,
под платье, я думаю, тоже подойдет. Ну, клиент сам знает, как его носить. Ну, а я сфотографирую, посмотрите обязательно слайд-шоу, как оно выглядит на мне. Я думаю, будет очень красиво. Ну, и я жду ваше мнение. Напишите мне, что вы думаете, что у меня получилось, понравилось вам или нет. Ну, а если понравилось, поставьте мне пальчики, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Много еще интересного будет впереди. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.